Начну с главного. Я не против пикапа или пикаперов, так как полагаю, что если эта система существует, значит кому-то она нужна. Именно поэтому несколько лет назад я создала проект «Пикап противоядия». Проект называется не «Антипикап» или «Женщины против пикапа», а несет название, ясно передающее смысл. «Пикап противоядия». Это статьи, которые несут понимание, с помощью которого женщина получает осознание того, что с ней делают и как. А в осознанности рождается свобода выбора. Я убеждена, что все проблемы от невежества и незнания, потому что когда знание есть, понижается уровень невежества, а в результате этого мы получаем выбор. Поэтому повторюсь, я не против пикапа, я за свободу от него, его техник и его адептов, с которыми мы встречаемся намного чаще, чем хотелось бы. Я за знания, которые нейтрализуют применение техник пикапа в отношении вас. Кому важны эти знания? Вы в возрасте от 15 до 100 лет. Вы убеждены, что пикап вас не коснется. Вы думаете, что пикап – это сопливые мальчики, клеющиеся в торговых центрах и метро. Вы считаете, что пикап – это безопасно и не может серьезно навредить. Вы уверены, что пикаперов нет в вашем окружении. Вы сомневаетесь в существовании пикапа. Мои видео про пикап и статьи «Пикап противоядия» обязательны к просмотру и прочтению следующим категориям женщин. Женщины, которые достигли результата в карьере и имеют влияние. Женщины, которые однажды оказались в постели с незнакомым мужчиной в первый вечер знакомства. Женщины, которые познакомились с мужчиной и через час словили себя на мысли: «Это прекрасный принц, которого я ждала всю жизнь». Женщины, которые находятся в отношениях с мужчиной, который появляется раз в полгода, 3 месяца, месяц. Нужно подчеркнуть. И эти женщины называют такую связь отношениями. Женщины, которые влюбились в мужчину, который не сделал ни одного действия в отношениях. Женщины, которые понимают, что в отношении с этим мужчиной ведут себя не так, как всегда. Женщины, у которых есть дочери или планируют их иметь. Но прежде чем погрузиться в мир пикапа, начну с мифов. Миф первый. Пикаперы – это молодые студенты, которых легко распознать. Такое мнение – главная ошибка всех жертв. Они наивно полагают, что пикаперы – это 20-летние мальчики, подходящие к девушкам в торговом центре с вопросом: «Вы случайно не в библиотеке работаете?» На самом деле такие выходы в места скопления женщин, или, как они говорят, в поле – это первые шаги начинающих, буквально вчера закончивших первый семинар. Реальность же намного более страшна. За 15 лет активного развития в нашей стране когда-то 20-летние начинающие превратились в 30 и даже 40-летних мужчин, мастеров пикапа, профессиональных соблазнителей. А если учесть то, что огромный пласт информации о пикапе и его техниках находится в открытом доступе в интернете, то количество мужчин, владеющих базовыми знаниями, увеличивается в разы. Поэтому отключи этот миф и осознай: адвокаты, журналисты, представители шоу-бизнеса, спортсмены, доктора, бизнесмены и даже политики могут владеть этими знаниями. Миф второй. Пикап – это всего лишь 3 предложения, которые выучил пикапер. Меня бы он точно не развел. Девушка сама виновата. Самое глупое, что можно подумать об этом, но тем не менее именно это я слышу чаще всего. На самом деле пикап – это техники НЛП – нейролингвистическое программирование, заточенное непосредственно на создание контакта с противоположным полом. И многие не понимают, что происходит. Поэтому объясню. Все жертвы пикапа стали таковыми не потому, что они дуры, а потому что девушка под воздействием этих техник неадекватна, так как логика отключена и включены инстинкты. Поэтому жертвы виноваты только в том, что они достаточно красивы или успешны, чтобы привлечь внимание игрока. А те, кто так активно утверждают об обратном, на самом деле никогда не сталкивались с профессионалами. Если вы ни разу не встретили в лесу волка, это же не значит, что он собака. Миф третий. Пикапер – это такой мужчина, который спит с девушкой в первый вечер и исчезает. Вот в том-то и дело, что эта иллюзия приводит потом к болезненным травмам. Я знаю пикаперов, способных встречаться с девушкой месяц, прежде чем случится секс. Но когда он случился, и пикапер принял решение создать с жертвой отношения, то это намного страшнее, чем жертва фаста. Секс в первый вечер знакомства или свидания. Поэтому пикап – это намного больше, чем секс на одну ночь.
а в фаст, как правило, играют начинающие. Те же, кто перешагнул рубеж за 100 женщин в своем списке, находятся в поиске других ресурсов от своих жертв. Какие ресурсы могут быть интересны игрокам? Как правило, их 3. Секс, эмоции и материальные ресурсы. Уверена, что у многих сейчас округлились глаза и по телу побежала волна электрического тока. Это осознание того, что пикапы, профессиональные пикаперы – это намного больше, чем секс на одну ночь. Поэтому отключаем свой преступный оптимизм и понимаем простую вещь, что если вы привлекательны или успешны, то вы находитесь под прицелом. И, соответственно, чем выше ваша привлекательность по 10-бальной шкале и чем выше ваш успех и влияние в каком-то направлении, тем чаще вы встречаетесь с подобными персонажами. С момента возникновения пикапа в 1992 году его техники развивались и трансформировались. Появилась своеобразная пикап-терминология, пикап-сообщества и форумы. Это мировое движение с миллионными оборотами, которое отпраздновало свое 25-летие. Поэтому да, пикап существует. Наиболее известная школа пикапа – Speed Seduction. Рожденная в США, основана на первом творении Росса Джеффриса. Росса нужно по праву считать папой всего пикапа, так как именно он основал самый первый в мире семинар по соблазнению. Вторая волна развития – это появление метода Мистери, в основу которой положена теория Эрика фон Марковика о важности демонстрации субъектом высокой ценности самца и направленная на порабощение успешных женщин. Существуют десятки школ, так как последователи пикапа откалывались от своего гуру и, обязательно обесценив его напоследок, создавали свое новое направление. Хотя по большому счету все везде одинаково, за исключением уровня агрессивности к женщинам. Существует и школа отечественного пикапа с интригующим названием РМС – русская модель эффективного соблазнения, являющаяся чем-то средним между методом Джеффриса и методом Мистери. Самым известным гуру отечественного пикапа я считаю Филиппа Богачева, создатель пикап-сообщества РМС и автор книги «Пикап-самоучитель по соблазнению», которая начинается с письменного отказа от ответственности. Также он является автором семинаров и еще нескольких книг. В центре идеологии РМС находится полная личная ответственность человека за происходящее в его жизни. В частности, считается, что и женщины, и мужчины вольны выбирать собственные эмоциональные реакции на происходящее с ними. То есть это вы виноваты в том, что не знаете техник пикапа, которые к вам применяют. Уверена, что эти видео и чтение статей «Пикап-противоядие» изменят это. Что же такое на самом деле пикап? И так ли все безобидно, как кажется незнающим женщинам? Пикап – знакомство с целью соблазнения. Это самая частая формулировка, используемая в статьях. Тем не менее, я ее считаю неполной. На мой взгляд, как минимум, она должна быть следующей. Пикап – знакомство с целью быстрого соблазнения, основанное на активации сексуального инстинкта или инстинкта размножения и продолжения рода с помощью применения техник НЛП, эриксоновского гипноза и ложной демонстрации качества альфа-самца. И вот здесь стоит углубиться в понимание составляющих коктейля под названием пикап. Нейролингвистическое программирование, также НЛП, это область практической психологии, изучающей структуру субъективного опыта людей, занимающаяся разработкой языка его описания, раскрытием механизмов и способов моделирования опыта с целью совершенствования и передачи выявленных моделей другим людям. Самым первым названием НЛП было метазнание, то есть наука о том, как устроены наши знания и опыт. Проще говоря, НЛП – это наука об эффективных моделях поведения. Например, успешная личность демонстрирует определенные вербальные или невербальные характеристики, изучив которые, скопировав, вы будете производить впечатление успешного человека. Вот так-то. Если вы встретили уверенного человека, производящего впечатление успешного, это еще не значит, что это так. Возможно, он всего лишь изучил НЛП. Многие не знают, что кроме классического директивного гипноза, когда гипнотерапевт авторитарно указывает, что делать и чувствовать, сегодня существуют и другие эффективные методы. Пикап-технологии основаны именно на них. Эриксоновский гипноз назван так по имени своего создателя Милтона Эриксона, получившего мировое признание в качестве психотерапевта-практика.
Его подход к измененным состояниям сознания лег в основу эриксоновского гипноза. И не только в основу эриксоновского гипноза, также еще и в основу нейролингвистического программирования. Оба эти методы относятся к суггестивной психотерапии, дающей быстрый стратегический результат. Эриксоновский гипноз базируется на состоянии транса. В отличие от классического гипноза, тебя не погружает в это состояние с помощью прямых команд и качающихся маятников перед глазами. Ты не теряешь самоконтроль и находишься в сознании. Это одно из главных отличий эриксоновского недирективного от классического директивного гипноза. Транс – это измененное состояние сознания, при котором прекращается критическое восприятие информации и снижается способность последовательно анализировать и осмыслять. Я в трансе, как правило, значит, я не могу мыслить. Фактически состояние транса, испытываемое при гипнозе, это естественное состояние, которое многократно переживал каждый. Самый знакомый пример такого рода имеет место тогда, когда мы погружаемся в мечты. Другие формы транса могут проявляться во время медитации, молитвы или выполнения однообразных физических упражнений. Внешне это выглядит так, будто человек находится не здесь. Взгляд обращен внутрь себя, дыхание замедлено, тело расслаблено. Как правило, это неподвижный взгляд, немного расфокусированный глаз, иногда застывание жеста или движения. Состояние, когда ты утыкаешься в одну точку, и есть транс. Ввод объекта в транс дает возможность обходить возможное сопротивление. Когда человек не видит, не замечает, не понимает, что ему что-то внушает, он не может сопротивляться. Это значит, что когда ты находишься в состоянии транса, в твое бессознательное можно вложить любое внушение. Например, он мне нравится, или это мужчина моей мечты, или я хочу его. И поскольку состояние транса является для нас природным, мы не идентифицируем применение гипноза к себе. Самым известным представителем владения эриксоновского гипноза являются цыгане. Вроде бы человек находился в сознании, а кошелек отдал. Почему так сделал, не понимает. Похоже, что эриксоновский гипноз был известен людям многие тысячелетия, использовался в заговорах, в цыганских отводах глаз и аналогичных шаманских техниках. Всегда существовали специалисты заговаривать зубы, вводить в бытовой транс и незаметно что-либо внушать. Пикап взрастил еще одну категорию таких специалистов. Все техники пикапа базируются на гремучей смеси НЛП и транса. При этом профессиональный пикап-тренинг предлагает полную систему теоретических и практических знаний НЛП и эриксоновского гипноза, заточенных под общение с женщинами. Поэтому, когда пикапер задает вам при встрече на первый взгляд безобидный вопрос: «Вы случайно не в библиотеке работаете?» или «Вы случайно не учитель йоги?», на самом деле он это делает, чтобы определить вашу ведущую систему восприятия, которая ему нужна, чтобы осуществить подстройку, затем ввести в транс и провести необходимые внушения. Сами гуру пикапа разделяют учение на две категории. Классический пикап шаблонный, базовый, и второй эволюционный вид, который нынче именуют профессиональное соблазнение. Классический пикап построен по принципу «больше подходов, больше женщин». Тренинги по такому пикапу основаны на большом количестве подходов к девушкам, в расчете на то, что какая-нибудь из них скажет «да», потому что ты ей понравился. Шаблоны классического пикапа прописаны в лучших традициях НЛП, нейролингвистического программирования, в связи с тем, что многие из таких шаблонов получили распространение в интернете, и не только, такого пикапера определить достаточно легко. Поэтому естественно, что пикаперам пришлось выживать. Эволюция, развитие, процесс постепенного, непрерывного, количественного изменения заставляло их двигаться вперед. Поэтому гуру видоизменили название на профессиональное соблазнение, в котором классический пикап только первая его часть. Когда-то пикап нес случайный перебор девушек и секс с ними на одну ночь, с полным пренебрежением к их чувствам, говорят гуру. Но они отошли от понятия пикапа, поэтому они учат не пикапу, а соблазнению и искусству коммуникации. В понятие коммуникации они вкладывают навык нравиться девушкам, манерой общения, внешним видом, то есть личностью в целом. Утверждают, что делают упор на развитие личности, вырабатывая у мужчины собственную модель успешного поведения. Кроме того, они заявляют, что учат экологии, уважительному отношению к девушке, ее чувствам и внутреннему миру.
а дальнейшее соблазнение девушки и построение с ней отношений – отдельное искусство, которому они тоже учат. Об этом искусстве мы поговорим с вами обязательно в следующих видео. Распространение информации о пикапе заставляет новое поколение пикаперов работать над созданием своего индивидуального материала. К чему это привело? Что для того, чтобы распознать пикапера, знать их шаблоны уже недостаточно. Для того, чтобы обезопасить себя, нужно понимать, как работает механизм пикапа. Поэтому будьте внимательны и обязательно посмотрите следующие видео, в которых вы узнаете о том, как защитить себя. Ставьте лайк, жмите на звоночек и, конечно же, комментируйте, чтобы помочь другим защитить себя.